В рамках партнерства, которое всколыхнуло мир мировой рекламы, Ким Тэ-хён, известный во всем мире как Ви из BTS, официально представлен в качестве нового посла бренда Coca-Cola Корея. Это объявление, сделанное с помощью потрясающего набора визуальных материалов и видеороликов как на страницах Coca-Cola Корея, так и на страницах Тэ-хёна в социальных сетях, мгновенно вызвало бурную реакцию в социальных сетях, а такие хэштеги, как «Решетка Таеюнг Цачачала» и «Решетка Таем Цачачала Амбассадор» стали доминировать в мировых трендах. Это сотрудничество знаменует собой важную главу. Не только в развитии маркетинговой стратегии Coca-Cola Корея, но и в постоянно развивающейся брендинговой империи Тэ-хёна. Образы, эстетический выбор и эмоциональная реакция фанатов рисуют картину, выходящую далеко за рамки обычной рекламы, это культурный момент. Все началось с простого твита от уважаемого фан-аккаунта «Собака Тигайт». Информация: Ким Тэ-хён, новый посол бренда Coca-Cola Корея. Сопровождаемый захватывающей фотографией Тэ-хёна с банкой Coca-Cola Zero, одетого в чистую белую футболку и с мягким, томным взглядом. Твит мгновенно стал вирусным. В течение часа фраза «Таеюнг Coca-Cola Амбассадор» стала популярной в Твиттер, и фанаты устремились на различные платформы, чтобы поделиться своим восторгом. Вскоре после этого Coca-Cola Корея выпустила несколько визуальных тизеров с Тэ-хёном, некоторые в формате видео, другие в виде редакционных снимков в стиле высокой моды, что вызвало шквал репостов, лайков и праздничных постов как от корейских, так и от международных армий. Стиль компании мастерски сочетает в себе винтажную американскую эстетику с современными элементами к-поп. На одном изображении Тэ-хён одет в футболку с закатанными рукавами и клетчатую рубашку, завязанную на талии, что вызывает ассоциации с Джеймсом Дином. На другом он надет красную кепку Coca-Cola и джинсовую куртку. Его культовые черты лица сияют на малиновом фоне бренда Coca-Cola. Однако по-настоящему запоминающейся эту компанию делает ее простота. Никаких отвлекающих факторов, только Тэ-хён, банка Coca-Cola Zero и смелые фразы, такие как «Лучший артист всех времен», «Лучшая Coca-Cola всех времен», «Вида». Использование сценического инициала Тэ-хёна «Ви» для ответа на риторические вопросы объединяет идентичность с продуктом таким образом, что это выглядит естественной. Аутентично, мастерский ход в маркетинге знаменитостей. К тому времени, как кампания Coca-Cola длилась 4 часа, она уже стала одним из самых успешных цифровых запусков новейшей истории корейской рекламы. Цифры говорят сами за себя. Более 1,1 миллиона просмотров одного рекламного видео в K-pop Charts всего за 4 часа. Таеюнг Coca-Cola Амбассадор занял 15-е место в мировых трендах на X, ранее Twitter. Coca-Cola заняла 1-е место в Корее в категории «Еда». История Тэ-хёна в Instagram, посвященная компании, набрала более 10 миллионов просмотров всего за 2 часа. Вовлеченность поклонников в TikTok, Threads и YouTube Shorts также резко возросла. Фанаты практически мгновенно стали создавать монтажи, видео с реакциями и пародией на компанию. Фильм быстро распространился, демонстрируя глубину влияния Тэ-хёна. На фан-форумах и у Weverse пользователи также обсуждали, как Тэ-хёну удалось сделать Coca-Cola почти модным аксессуаром, элегантным, стильным, незаменимым. Выбор Тэ-хёна в качестве амбассадора бренда не был случайным решением, это был стратегический шедевр. Будучи участником BTS, Тэ-хён давно известен своей двойственностью. Умением быть милым и загадочным, игривым и элегантным, мужественным и утонченным. Эта гибкость — именно то, что нужно Coca-Cola, которая стремится найти связь с поколением, которая жаждет подлинности и креативности. Его прошлые коллаборации с люксовыми модными домами, такими как Celine, Cartier, и его сольная музыкальная карьера
под псевдонимом Ви, показали, что его популярность не просто огромна, она вызывает эмоциональный отклик. Поклонники не просто восхищаются им, они чувствуют с ним связь. Тэхён также олицетворяет глобальный рост мягкой силы Кореи через музыку, модные технологии, а теперь и коммерческую культуру. Примечательно, что в компании особое внимание уделяется линейке Coca-Cola Zero Sugar, которая позиционируется не только как более здоровая альтернатива, но и как более прохладный, авангардный продукт. Красная банка Coke Zero является заметной на каждом изображении и видео, часто находясь рядом с губами Тэхёна или прямо в его руках. Этот выбор отражает намерение Coca-Cola провести ребрендинг Coke Zero, сделав его амбициозным чем-то не просто потребляемым, а ощущаемым. А благодаря образу Тэхёна напиток превращается из газировки в заявление. Эта компания добавляет еще один золотой значок пути Тэхёна к рекламе в его послужном списке. Срлин, посещение недели моды в Париже в первом ряду. Потрясшие модные СМИ. Картир, посол ювелирных изделий, связавший его с вневременной элегантностью. Симинвест, его первая сделка с индонезийским брендом, принесшая беспрецедентный трафик. Теперь, выйдя на рынок потребительских товаров, Coca-Cola всемирно известным брендом. Он зарекомендовал себя не просто как икона моды или музыки, но и как посол поп-культуры. Такой уровень игры слов и дизайна говорит о том, как развился маркетинг в поколении к поп. Больше не просто продвижение продукта, а рассказ истории, частью которой хотят стать фанаты. В интернете уже ходят слухи о следующих шагах Coca-Cola. Хотя ничего официально не подтверждено, фанаты и маркетологи строят предположения. Ограниченная серия банок Coke Zero с подписью или лицом Тэхёна. Внезапные магазины в Сеуле или Токио с товарами Тэхёна. Закулисные съемки. Реклама в стиле документального фильма. Глобальный запуск рекламы в отдельных странах, таких как Япония, Индонезия, Таиланд и США. Если хоть что-то из этого осуществится, ход Coca-Cola может стать одной из самых масштабных кампаний с участием знаменитостей в Азии в этом году. В Корее Coca-Cola всегда была брендом, связанным с вестернизацией, современностью и молодежной культурой. В паре с Тэхёном — символом корейской глобальной мягкой силы, он замыкает культурный цикл. Корейские развлечения, когда-то находившиеся под сильным влиянием западных брендов, теперь становятся их лицом. На международном уровне назначение Тэхёна бросает вызов стереотипам о том, кто может быть мировым лицом культового американского бренда. Его присутствие доказывает, что корейские артисты — не просто послы к поп, но и мировой культуры в целом. История Тэхёна в Инстаграм, где он репостнул официальный слайд компании Coca-Cola. Собака Цачачила Корея вызвала шок в фандоме. Слайд просто гласил: лучший артист всех времен, лучшая кола всех времен, вида. Это было тонко, дерзко и совершенно эффективно. В считанные минуты скриншоты заполонили Твиттер и Трец. Поклонники использовали его в качестве новых обоев, баннеров для заголовков. И даже начали печатать на футболках. Если судить по первоначальному успеху этой компании, возможности безграничны. Coca-Cola нашла в Тэхёне не просто посла, но икону, которая несет в себе смысл компании. Было бы разумно продолжать интегрировать его
Будущие компании, возможно, даже давая ему творческое руководство или позволяя ему вносить свой вклад в творчестве. А что касается Тэхёна, это партнерство доказывает, что он может доминировать в коммерческих пространствах, не теряя художественного авторитета. Оно открывает двери для будущего сотрудничества в различных секторах, от стиля жизни до технологий, от моды до здорового образа жизни. Незабываемой эту компанию делает не только лицо Тэхёна или логотип Coca-Cola, но и чувство, которое она вызывает. Она одновременно мощная, эмоциональная, крутая, ностальгическая и футуристическая. Это празднование всего, что фанаты любят. Тэхёне, его элегантности, игривости, его артистизма и, прежде всего, его искренности. Компания доказала, что маркетинг 2025 году — это не просто громкий крик, а умение говорить как можно более искренне. И с Тэхёном в сердце Coca-Cola прикоснулась к чему-то вневременному.